первый год, когда бомбили Москву, это был год учения, тяжелейшего учения народа. Потому что не только народ голодал, но народ еще и не знал, как воевать с этими новыми снарядами, с бомбами. Поэтому жизнь учила. Бомба в вашей квартире. Не бойтесь. Горящая авиабомба может быть выброшена из помещения любым человеком, находящимся вблизи ее падения. Делай как я, делай как я, делай как я. Это, ну как вам сказать? Конечно, все знали, что можно погибнуть. Все знали об этом. Но это не останавливало совершенно. На это даже не обращали внимания, потому что главное было не это. Главное вот это вот напугать этого гада. Вот как-нибудь сделать так, чтобы он понял, что здесь не возьмешь их просто так. Вот в основном была обратная сторона. Детское впечатление о победе, о войне, о всем. Это немножко другое, нежели взрослый человек. Это детская романтика все равно. Ее отнести только к этому. Потому что с детьми работала война. И защитники работали вместе с детьми. Поэтому никто не готовился, никто не знал, как это делается. Все это постепенно наращивалось, и опыт сам по себе приходил тогда, когда это делали уже руки, умелые руки, главное. Ну, к этому надо было прийти, это какое-то время было. Это не точка какой-то мировой славы. Это случайное явление. Шел магазин, и вдруг зазвенела сирена воздушной тревоги. Куда деваться? Помещения бомбоубежища нет. Значит, бегом к себе домой. Знаешь, что у тебя есть подвал какой-то такой защиты. Это все по ходу. Сам себя береги. Никто, потому что все в одинаковом положении. Все были застегнуты врасплох, и дети в том числе. А когда освоились, когда стали заниматься этим делом серьезно и стало получаться, ну, и слава Богу, и люди стали умнее просто, и нужнее, и умнее, потому что они сделали полезное дело. У нас теперь ни одного дома не сгорело. Это заслуга тех, кто был на крыше, и кто подымал их, кто... Уговаривать не надо было. И я бы считал, вообще зря, конечно, это не сделали, но надо было все-таки этому поколению, детям, которые принимали участие в войне, надо было сказать спасибо. Нигде никто не догадался этого сделать. А надо было. Никто не признавал из-за белого халата, что я гример. Доктор, да. Или медбрат. Ну, когда мальчишка был, конечно, медбрат был. А суть-то заключалась в профессии просто. Просто я подражал своему учителю, гениальному художнику, гримеру, заслуженному деятелю искусства Советского Союза Фалееву Михаилу Григорьевичу. Очень был интересный человек, очень красивый, очень фактуристый, очень. Ему артистом надо было быть, конечно. Но он мне говорил, когда я уже учеником заканчивал свою карьеру, уже переходил в мастера, я хотел пойти учиться на артиста. Открылась школа-студия в 1943 году. Я помогал там столами, значит, стульями, значит, ну, мальчишки, это же им все интересно. И хотел тоже пойти на курс, кончить десятилетку и пойти на курс. Спрашиваю Михаила Григорьевича,
совет. Я говорю: Михаил Григорьевич, как вы считаете? Он говорит: ты сложный вопрос мне задаешь, очень сложный. Но я так вот считаю, что лучше быть хорошим гримером, чем плохим актером. А ты решай, как ты думаешь. И для меня это было достаточно, я перестал думать об этом. Гримеров не было, они все служили, все были на фронте. Один Михаил Григорьевич только имел бронь. Какие там гримеры? И из них половина погибла на фронте. Набирали именно группу, ну, в классах. Нас набрали 5 человек. Мы учились ЦДРИ на театрального по общеобразовательные предметы, нам преподавали там. А практику проходили мы в театре. И таким образом мы подходили, воспитывали настоящих театралов, воспитывали. Кто воспитывал, кто остался в Москве? Женщины, которые не были на фронте, гримеры, и Михаил Григорьевич, все, больше никого не было. То есть профессионалы, те, которые нас учили, они оставались. Ну, их мало было, конечно, там 3-4 человека, не больше, но тем не менее это были профессионалы, нужные для театра и для нас. Потому что когда театр приехал в 1942 году, в начале 1943-го из эвакуации, работали те, кто работали с нами. И большие спектакли, как «Царь Федор Иоаннович», огромные спектакли, такое количество артистов было. И все равно успевали, потому что надо было. Это другое, совершенно другой ответ «надо» сегодня и тот. Там «надо» это было все. Слушаюсь только один ответ, больше ничего на это. Это сейчас я не могу, у меня детей там куча, и кормить нечем, и этот заболел, и этот заболел. Тогда некогда было болеть, некому было болеть. Это была победа, вот почему ее рассказать невозможно, потому что эта победа была кровью. Репертуар был военный, очень много военного репертуара. Да. Корничик очень много писал. А у нас в Амхате шел такой спектакль «Фронт», где показан весь генералиссимус, от командующего фронтом до рядового, до шофера старшины, который возил генерала. И живая жизнь наша, тыловая, была здесь же, здесь и ругали, и преследовали обманщиков, хлебонедовешальщиков, которые воровали продукты, которые обманывали продукты. Это все было в театре, все было показано, ничего не таили, наоборот, карали за это все. Это как бы помогало людям, потому что человек начинал злобиться, что же такое, как же такое. У нас тоже однажды сестра потеряла, у нее вытащили из кармана карточки хлебные на целый месяц. Что это такое было в семье, если бы вы знали. Так что это все было в театре в порядке вещей, просто необходимо. И было это. И, конечно, концертные бригады, в каждый театр создавали концертные бригады и уезжали на фронт. И играли там, и пели, и спектакли играли прямо на площадках, на кузовах. Единственное, что было желание, это пойти на фронт. Потому что все было, все углы сходились к этому, к освобождению страны от фашизма. Пусть не так громко для детей, но все равно тенденция оставалась эта тенденция. Вот кто не был в этой тенденции, кто сдавал свои позиции, тот удрали и в эвакуацию, и убежали, о которой я рассказывал в свое время. А те, которые жили страной, те погибали и защищали, погибали и защищали. И поэтому у детей тоже были пойти вот эту серебряную медаль за отвагу, считали, что это вообще это больше, чем герой Советского Союза. Потому что дети еще герои Советского Союза не очень воспринимали, что это такое. А вот это с отвагой, за отвагу,
Это считали, что это надо заслужить. И с этим, конечно, было связано, что пойти там сын полка устроиться там куда-то. Но из нашей группы таких не было. У меня брат тоже старший погиб на фронте. Ему прислали документы, чтобы он в такой-то час явился. Он на военном заводе работал. Он явился с заявлением туда. На фронт отпускали всех. Ну, может быть, тоже конструкторов не отпускали, а рядовых рабочих отпускали. И он тоже погиб. Школу, когда школа вернулась с эвакуации, я пошел в школу рабочей молодежи. Я не учился 2 года. Пошел в 4 класс. 4 класс кончил с похвальной грамотой. Учился один у учительницы, потому что некого еще было. Все были в разъездах, в эвакуации, и школы еще не работали. В каком году? Это вот 43-й, 44-й. В 44-м стали приезжать уже. И вот я учился у учительницы. А в 5 классе уже хуже стал учиться, потому что уже работал, уже у меня зарплата была. Правда, мою зарплату мама получала. Ребенок, как понятно. Вот. Но все равно у нас были выездные спектакли, клубные работы, клубные спектакли. Мы там получали деньги, о которых родители, конечно, могли не знать. Мы иногда и подарки им делали из этих денег, и иногда цветы покупали, и себе тоже иногда делали отдушину. 45-й год? Ну, не знаю, это трудно очень рассказывать. Очень трудно. Когда мы узнали, что будет праздник именно на... Ну, как... Все уже говорили, потому что всем было известно. И по радио передавали. И мы на Красную площадь, конечно, с друзьями отправились. Была совершенно вся площадь заполнена. Вся. И внизу за собором Василия Блаженного, все на спуске. Ну, все абсолютно. И главное, пели, танцевали, кричали «Ура!». Военные стреляли из пистолетов в воздух. Немного, правда, немного. Но некоторые, наверное, или, так сказать, герои были. Наверное, герои все-таки, потому что это сложно очень. Толпа страшная была. Подбрасывали, конечно. Как только увидели военного с орденами, сразу он летел кверху. Обнимали, целовали. Это, ну... Это какие-то новые люди появились на Красной площади. Новые. Вот эти, те, которые воевали, которые побеждали, которые били фашистов. Мы их же не видели, они были там, на той стороне. Здесь только были штатские и случайные командировочные. А когда вот эта группа собралась, победителей, по-настоящему победителей, это было гениально просто. Плакали. Обнимались, плакали, просто рыдали. Потому что выдержать этого состояния, что больше нет войны, что и они победили, это до инфаркта. Очень был сложный период. Но радостный